Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу, как установить систему непрерывной подачи чернил на принтер Epson SX130. Для данной модели подходит система непрерывной подачи чернил фирмы Worldwide. Это хорошая и простая система. Система непрерывной подачи чернил состоит из 4 резервуаров: синий, желтый, красный, черный. А сбоку находится блок управления этой системой, в которой вставлены чипы, 4 чипа из оригинальных картриджей. Также есть такой блок, который заменяет 4 оригинальных картриджа. К ним подведены 4 трубочки и маленький шлейф на управление этими резервуарами. В первую очередь необходимо вымыть пигментные чернила, которые были в оригинальных картриджах. Для этого воспользуемся специальной промывкой и шприцами с трубочкой. Наливается жидкость в этот шприц с трубочкой, одевается на каждую из сопел головки и под давлением выжимается до появления чистого раствора. Для установки на свое место блока картриджей необходимо разблокировать каретку, которая находится в принтере. Для этого включаем принтер и во время его перезагрузки вынимаем шнур питания. Вот уходит каретка, вынимаем шнур. И вот видно, что каретка уже легко движется руками через нижнее отверстие. Теперь отодвигаем каретку влево до упора. Берем блок картриджей и заводим его внутрь, выводя через это отверстие. И сюда ложим. Теперь возвращаем каретку на прежнее место и вставляем в нее блок картриджей задней стороной. Очень аккуратно, чтобы не порвать шлейф. Нажимаем до щелчка, и вот уже блок установлен на свое место. Теперь необходимо закрепить шлейф, для того чтобы он не телепался и ничего не цеплял. Здесь внутри принтера я приклеил такой крепеж для шлейфа. Он клеится на самоклеющийся скотч. Теперь необходимо подвинуть головку максимально влево. И после этого зафиксировать в этот крепеж шлейф, чтобы он не провисал. Теперь картриджи ходят свободно, и шлейф им не мешает ни в левом, ни в правом положении. Теперь необходимо закрепить на корпусе принтера остальную часть шлейфа, чтобы он не мешал. Здесь также есть самоклейка, но для того, чтобы было удобнее работать, я закрепил на маленький шуруп. Аккуратно закручиваем. Чернила заливаются в эти чернильницы в объеме 100-150 мл, так чтобы в передней части было примерно по 5 сантиметров, а сзади по сантиметру. Если в задней части чернил больше или меньше, необходимо перевернуть чернильницы наперед, примерно под углом, строго горизонтально, и переворачиваем обратно. Вот теперь видно, что здесь у всех чернильницах примерно по 1 сантиметру. Теперь подсоединяем сюда микро USB для питания блока управления. И можно включать принтер в сеть. Пошла перезагрузка. Картридж встал на свое место. Загорелась капелька. Это значит, что необходимо обнулить чернила. Для этого нажимаем на эту кнопку. Вот картридж встал на замену, и нажимаем на 1 секунду кнопочку сбоку блока управления. Нажимаем еще раз. Так, нажимаем эту кнопку, держим секунду.
После этого необходимо сделать чистку принтера, его картриджа с помощью программы, которая идет в комплекте. Открываем настройка печати, проверка дюз. Выбираем раздел «Печать». Вот видно, что все цвета чистые. Черный, желтый, красный, синий. Значит, картридж чистый и система СНПЧ работает без проблем. Для перевозки системы непрерывной подачи чернил необходимо снять этот воздушный фильтр и закрыть пробкой резиновой оба отверстия. Теперь чернила никуда не выльются. И так делаем со всеми цветами. Если вы будете пользоваться системой, то необходимо вынуть эту пробочку и сюда вернуть воздушный фильтр. Теперь система СНПЧ принтера Epson SX130 работает без проблем. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как подключить систему СНПЧ к принтеру МФУ Epson SX130. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!